Поздравляю вас с замечательной новостью! С этого дня шутки про пола на полу больше не являются спойлерами! Ура! А теперь серьезно. После третьего поворотного момента жанр реинкарнации безработного сменился на драму, а в будущем и на трагедию. И как бы мне ни было тяжело читать эти главы в ранобэ, сравнение оригинала и адаптации вам не избежать. Ведь с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про фансервисный исекай с главным героем PDF-файловских наклонностей. А перед тем, как начать сравнение, стоит сказать о том, почему эта серия особенная, и почему лично я возлагал на нее очень много надежд. Если вы смотрели мое видео о проблемах на студии Bint, то знаете, кто такой аниматор под никнеймом Кьюкава. А если не знаете о его роли в студии, то лучше поглядите видос по подсказке справа сверху. Так вот, он ушел на повышение, и ему, бывшему рядовому аниматору, доверили кресло режиссера этого эпизода. Он уже был известен своей лютой анимацией, собственно сейчас вы ее и наблюдаете. А бой с Гидрой — это один из знаковых боев во всей истории Рудиуса. Так что эта серия будет лакмусовой бумажкой для студии Bint. Она покажет, достойна ли студия нашей веры в отличную адаптацию третьего сезона и событий, которые будут там. Держим кулачки за нашего слоняру, а серия начинается с подготовки к боссу. И здесь из аниме вырезана Элина Лис, которая отдает Руди и Рокси кристаллы маны, чтобы те в случае чего смогли ее пополнить прямо в бою. Эти кристаллы очень дорогие, и Руди делает пометку у себя в голове отдать их, если не использует. Итак, отряд заходит в комнату к боссу и видит заточенную в кристалле Зенит. Паула не выдерживает и летит прямо на Гидру. Да, Гидра выполнена в 3D, а вы серьезно думали, что кто-то сможет в сжатые сроки нарисовать многоголовое чудовище в 2D? Большое количество объектов в кадре делает работу аниматоров адски сложной. Давайте лучше ответим на другой вопрос. Плохо ли выглядит 3D-моделька Гидры? Выглядит ли она в кадре чужеродным объектом? Мой ответ – нет. Не выглядит. Примеров плохого 3D из аниме, которых я смотрел, предостаточно. В качестве примеров чужеродного 3D можно привести широкий ряд сериалов. От «Смертельного укуса», отличная манга которого никогда не получит второй сезон адаптации, до «Блич. Тысячелетняя кровавая война», где продолжение будет, но фанаты никогда не простят эту убогую армию скелетов в лучшем бое сезона. В этой же серии безработного 3D Гидра максимально задрапирована на большинстве планов. На этом стоп-кадре зритель должен смотреть на Паула, а не изучать количество полигонов. Здесь тоже. А здесь Гидра нарисована в честном 2D. Что еще хочется сказать насчет графики, так это то, что в этой серии большинство катов имеет уже новый дизайн с четкой тонкой обводкой. И я не раз говорил, что тонкий аутлайн идет этому аниме куда лучше. В прошлых сериях он тоже был, но куда в меньшем объеме. Кстати, например, этот кат был явно нарисован раньше остальных. Присутствует вырвиглазная зернистость. Судя по всему, решили не перерисовывать. Тем не менее, первое сражение с Гидрой идет в точности с новеллой, так что моя задача лишь указать вам на некоторые интересные мелочи. Например, вот здесь, когда Руди смотрит демоническим глазом, Паула на секунду исчезает, то есть его скорость резко превышает возможности глаза предвидения. Все же мечники имба в мире безработного. Паула номинально имеет продвинутый уровень во всех трех стилях фехтования, пусть даже и на деле должен иметь как минимум ранг святого. Элина Лис ударом Гладиуса попыталась отрубить Гидре голову, ведь тычковый удар меча бьет дальше дистанции атаки, но не смогла, ведь чешуя Гидры отражает любую магию. Дальше Элина Лис ударила Паула щитом по голове. В аниме это почти незаметно, но в новелле она ударила точно так же, как и Рудиуса после боя с Суккубом. Оцените символизм. И, кстати, Талхант не владеет сокращенными заклинаниями. Просто в аниме решили не вставлять полностью сцену, в которой он читает заклинания. Тем не менее, Гидра, оказывается, регенерирует, и отряд решает отступить. Паула же утаскивают чуть ли не силой. После выхода обратно Рудиус залечивает тяжелую рану Элина Лис. В новелле у нее вообще не было куска плеча. Также в аниме Лиза не рассказала Рудиусу о том, что она лишь легонько прикоснулась к
бритвенно-острой чешуе гидры, из-за чего и получила такую рану. Короче, Паула в бешенстве. А спокойствие Рудиуса его выводит из себя еще больше. Серия идет в точности по новелле, за исключением одной критически важной вещи. В новелле Рудиус задумывается о том, почему же Гису сказал, что Зенит видели в лабиринте другие авантюристы, а еще то, что она там в чем-то заточена. И если в вашем варианте озвучки или субтитрах Гису говорил нечто иное 2 серии назад, то можете смело подавать на переводчиков в суд за отсебятину. Однако Рудиус быстро забывает об этой мысли, ведь надо держать военный совет. И в аниме слегка подрезали объяснение Рокси о гидре и о том, что обычно гидры бывают с белой, серой и золотой чешуей. Гидра же с зеленой чешуей упоминается только во время второй человека-демонической войны, а это 5000 лет назад. Сейчас у меня в активной работе находится видео с таймлайном истории мира, которая произошла до Рудиуса, так что подписаться на канал не будет ошибкой. Итак, стратегия для битвы с Гидрой разработана. Паула сказал напутственные слова и начинается матч-реванш. Эта половина серии соответствует ровно одной главе новеллы. Чувствуете, как хорошо и плавно подается сюжет, когда студия никуда не спешит? То-то и оно. Ну а я хочу вам рассказать, что со вчерашнего дня на Бусти каждый день будет выходить реакция на одно из шедевральных аниме, по моему мнению, Код Гиас. Я опытный фанат Кода, но со мной будет новичок, который будет пытаться угадывать все перипетии сюжета и отсылки, а их в этом аниме великое множество. Так что если вы хотите увидеть историю Лелуша впервые или пересмотреть в очередной раз, это отличная возможность. Подписаться можно по цене пачки чипсов, перейдя по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Итак, отряд снова не дает Гидре поспать, и бой начинается почти так же, как и в первый раз. Тут стоит сказать, что нивелирование магии чешуей Гидры в новелле и аниме отображается по-разному. В новелле огненный шар, который запускает орудие, летит в Гидру и уменьшается в размерах, медленно исчезая под конец. В аниме же долетает до определенного расстояния и исчезает моментально, как бы разбиваясь об щит. Не то чтобы это на что-то влияло, но теперь вы знаете больше. В новелле, правда, описаны мысли Рудиуса о том, что он никогда не сражался в ближнем бою, и из-за этого ему страшно, но это не важно. Вы лучше поглядите, как круто развивается его одежда. Правда, в моменте, когда Рудиус просит прикрыть его, он должен был предвидеть атаку демоническим глазом, но это я уже накапываюсь. А дальше начинается натуральный пик анимации, а бой идет абсолютно точно по новелле, не сворачивая ни влево, ни вправо. У меня лично в голове нет ничего, кроме превосходных степеней похвалы аниматорам, которые сделали практически нереальное. Вы помните, в каком виде было аниме почти весь второй сезон? Кривое, корявое, с ошибками в дизайне, местами с ужасными задниками и со странными лицами персонажей. И после всего этого команда сотрудников под руководством опытного аниматора, славящегося боевыми анимациями, выдает, вы только вдумайтесь, суммарно 7,5 минут сражений, которые идут практически без перерыва на разговоры. Да, Блич, это я сейчас на тебя так косо поглядываю. В серии показывают отлично поставленную и слаженную боевую работу опытного отряда приключенцев. Причем все это с достойной анимацией, сочными ракурсами и нормальным цветокором. Кьюкава — наш слоняра. Кажется, у нас претендент на звание лучший бой сезона, если не лучший бой года. Постановка, анимации, отличное звуковое сопровождение, а в довесок невероятный эмоциональный накал. В моменте огненного дыхания Гидры я аж привстал с кресла, если вы понимаете, о чем я. И уже не важно, что Гидра просто гильотинировала ему руку, а не оторвала, размахивая головой. Уже не важно, что Полу помешал отскочить его же собственный боевой дух. Уже не важно, что Руди смог залечить синяк от удара в бок, когда залечивал себе оттяпанную культю. Все это не важно. Бой шикарен. Давайте вместе похлопаем команде, работавшей над серией. Но за каждой радостью неизбежно приходит разочарование. Гидра пала.
Зенит освобождена, но какой ценой? Рудиус теперь остался инвалидом без левой руки. Пауло и вовсе погиб. А еще и Зенит, цель всего путешествия, оказалась просто бездушной куклой, которая потеряла память и способность говорить. И теперь я хочу обратиться к аниме-онли зрителям, которые писали в комментариях под сериями: «Какая скукота этот ваш университет? Где мои приключения? Когда же начнется экшен?» и тому подобное. Ну что, чувствуешь себя героем? Ты хотел приключений. Герой пошел на эти приключения. Вот только в жизни бывает так, что цена слишком высока, а цель оказалась не тем, о чем ты мечтал. Добро пожаловать во взрослую жизнь, сынок. Тебе как раз недавно исполнилось 16. Аниме как-то смазывает чувство страха за персонажей, и все предыдущие передряги Рудиуса действительно были как бы понарошку, и он выходил из них легко и непринужденно. Но не теперь. Теперь представьте, что Руди сказать Норн и Айше: «Простите, я зазевался, и отцу пришлось умереть из-за меня». А ведь Хитагами предупреждал, что если Рудиус поедет на Бегарит, то пожалеет. Ранобе-ридеры молчать. Как я и говорил в видосе про третий поворотный момент, Рудиус стал достаточно взрослым, чтобы жизнь начала бить в полную силу. И дальше будет только тяжелее. Честно говоря, в аниме смерть Паула меня потрясла ничуть не меньше, чем когда я читал еще черновик в виде веб-новеллы. Я знал, чем все кончится, но аниматоры смогли визуально и музыкой так подчеркнуть этот момент, что он прочувствовался как в первый раз. Причем удивительно, но никто не стал цензурить эту серию. На оторванную руку у Руди натурально больно смотреть. А уж как Паула располовинила. Тут стоит сказать, что у нас еще и мета-отсылка. Серия вышла 16 июня. В Японии в этот день отмечают День Отца. А серия, в которой Сильфи объявила о том, что беременна, в День Матери. Теперь вы понимаете, зачем нужна была 1 неделя перерыва, на которую уходил сериал? Вот именно. Очевидно, на эту серию студии Бинт была поставлена огромная ставка, и она сыграла на все 100%. Ранобе-ридеры в восторге от боя с Гидрой. Аниме-онли в шоке от случившегося с Руди, Пауло и Зенит. Интернет наверняка сейчас гудит тысячами шортсов и тиктоков, а люди только-только узнают, что аниме про извращенца, которое они дропнули на первых сериях, оказывается очень сильное. Смерть Ботяни Пола стала возрождением студии Бинт и веры всего сообщества в этот проект. И это замечательно. Рад, что я вношу свой посильный вклад в комьюнити. И даже если вы не имеете возможность отблагодарить чеканной монетой, обязательно напишите комментарий о том, какое впечатление произвела на вас эта невероятная серия. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.